Сегодня необычный день. Не тот день, который просто проходит в цифровом календаре или напечатан на стене нашей студии. Это день, который я давно отметил в своем личном календаре. Не из-за рабочих графиков, не из-за каких-то крупных событий или чего-то еще. А потому, что сегодня день твоего возвращения, Мин Юнги Хен. Сегодня ты заканчиваешь свою военную службу. Сегодня ты возвращаешься как гражданский. Свободный от формы, от строгих правил, от военной рутины, которая ограничивает твои шаги и время. Но более того, сегодня ты снова становишься собой. Я все еще помню, как ты попрощался с нами, официально или неофициально. Как обычно, ты не объявил об этом громкими словами. Не было никакой драмы, никакой длинной речи. Просто спокойное выражение лица, простой жест и одно короткое предложение, которое подразумевало все «я ухожу». Но мы знали, Хен, мы знали, что ты нервничаешь. Мы знали, что ты многое скрываешь за своим пустым выражением лица. Не потому, что тебе было все равно, а потому, что ты всегда все терпел молча. Вот кем ты был с самого начала, спокойным, загадочным, но искренним. В то время у меня не было времени много говорить. Может быть, я боялся поддаться эмоциям. Может быть, я просто не был готов увидеть, как ты уходишь какое-то время. Но сейчас, после 2 долгих лет, позволь мне высказаться. Честно и от всего сердца. Хён, ты знал. Наш мир изменился, пока тебя не было. Не только потому, что тебя не стало, но и потому, что изменился ритм нашей жизни. Мы научились приспосабливаться к новым ситуациям, с формацией, которая больше не была завершена. Конечно, мы все еще выступали, все еще работали, все еще жили. Но, честно говоря, было пустое место, которое никто не мог заполнить, место, которое ты обычно заполнял своим молчаливым, но мощным присутствием. Было много моментов, когда я сидел в репетиционной комнате или студии, глядя направо и желая, чтобы ты был там. Смотрел на свой ноутбук, печатал тексты песен, медленно кивал и иногда поднимал голову, чтобы выбросить короткие комментарии, которые значили больше всего. Но тебя там не было. Не было хриплого голоса, который бы мягко приветствовал меня, как аранжировка. Или ты, Хён, можешь сделать этот тон глубже. Я скучаю по этому, Хён. Скучаю по мелочам, которые раньше казались обычными, но оказались так многозначащими. Мы все прошли свой собственный путь. Некоторые из нас уже завербовались, другие готовятся. Мир за пределами BTS также звал нас, новыми предложениями, проектами и выступлениями. Но знаешь что, Хён? За всем этим одно никогда не менялось. Мы всегда несли друг друга в своих сердцах. И ты, Хён, являешься частью этого фундамента. Ты не просто второй по возрасту участник. Ты не просто продюсер или главный рэпер. Ты тот, кто молча наблюдает за всеми нами. По-своему ты заставляешь нас чувствовать себя в безопасности, контролировать и понимать. Даже когда ты мало говоришь, мы знаем, что ты слушаешь. Даже когда ты не всегда присутствуешь физически, ты в наших работах и воспоминаниях. И вот, после всех этих жертв, ты вернулся. Не как знаменитость, которая получает восторженный прием, а как целый Мин Юнги, который выполнил свой долг гражданина, тихо, последовательно и с преданностью. Я знаю, что ты выполняешь свою работу социального работника. За всеми громкими новостями в мире К-поп ты тихо помогаешь людям, отдавая свое время и энергию нуждающимся. Ты не хвастался, ты не просил аплодисментов. И именно поэтому я восхищаюсь тобой еще больше. Сегодня ты вернулся домой не просто как участник BTS, а как необыкновенный человек, который прошел долгий и трудный путь и остался целым. Ты наш герой. Не потому, что ты вернулся на сцену, а потому, что ты прошел через все это искренне. Хён, я знаю,
ты, должно быть, устал. Ты можешь быть физически сильным, но ты, должно быть, был морально и эмоционально ранен и обременен за последние 2 года. Армия – недружелюбное место для такого нежного сердца, как твое. Но ты выстоял. Ты справился. И теперь ты можешь сделать глубокий вдох и сказать себе: «Я сделал свою часть». Но, Хён, я умоляю тебя сделать одну вещь. Не запирайся слишком долго. Я знаю, что тебе комфортно в тишине. Я знаю, что тебе нравится быть одному, размышлять и писать. Но мы здесь, ждем тебя. Не как музыканта или айдола, а как семью. Мы хотим снова услышать твой смех. Мы хотим увидеть, как ты сидишь в студии и жалуешься на сломанный миксер или недостаточно горький кофе. Мы хотим, чтобы ты вернулся таким, какой ты есть. Ты можешь этого еще не осознавать, но ты – сердце нашей динамики. Ты не самый голосистый, но ты – баланс. Ты не самый эмоциональный, но ты самый чувствительный. И все мы, включая меня, теряем часть себя, когда ты уходишь. Мы часто мечтаем о том дне, когда все мы, Джин, ты, Намджун, Хоби, Чимин, я и Чингук, снова сможем сидеть за одним столом. Не для интервью, не для проектов, а просто чтобы есть жареную курицу, играть в уно и глупо смеяться, как раньше. Этот день настанет, и я надеюсь, ты знаешь, мы все ждем этого дня. Хён, тебе может не нравиться драма, но я не драматизирую. Это правда. Ты тот, кто сформировал большую часть того, кто я есть, даже не осознавая этого. В каждой моей лирике есть влияние того, как ты это выражаешь. В каждом выбранном мной тоне есть след того руководства, которое ты мне дал тогда. Во всех способах, которыми я справляюсь с трудностями жизни знаменитости, есть твой пример. И теперь я просто хочу, чтобы ты знал одно: я горжусь тем, что я твой младший брат. Хён, мой долг все еще ждет. Мое время пришло, и я пройду через тот же процесс, что и ты. Но сегодня я не хочу думать об этом. Сегодня я хочу отпраздновать тебя. Мин Юнги не только как участник BTS, но и как человек, который выдержал бурю и снова встал с высоко поднятой головой. Добро пожаловать обратно, Хён. Мы любим тебя. Я люблю тебя. Пока мы не встретимся снова, сидя бок о бок и не став полной семеркой, сказал Тэхён с пылающей страстью.